Остеотомию лица разделяют на три вида в зависимости от зоны операции. Контурная пластика скул, пластика челюсти и подбородка. Не было еще ни одного пациента, который бы жаловался, что из-за боли не может встать, хочет остаться в клинике еще на какое-то время. Боли не такие значительные, как о них думают. Шрамов, которые бы напрямую давали знать о том, что была проведена остеотомия лица или выглядели бы некрасиво, нет. Меня зовут Юджи Хан. Я главный врач в пластической клинике НОУТ. Специализируюсь на остеотомии лица. Рад знакомству. Расскажите, пожалуйста, подробнее об остеотомии лица. В каких случаях ее проводят? Остеотомию лица разделяют на три вида в зависимости от зоны операции. Контурная пластика скул, пластика челюсти и подбородка. Чаще всего жалуются, что скулы или челюсть большие. Гораздо реже, но все же бывает, также операции по увеличению этих зон. В большинстве случаев операция проводится для коррекции неровного контура лица. Остеотомия подбородка рекомендуется тем, у кого он маленький, сильно задвинут внутрь. Если же он непропорциональный, то за счет операции удается выдвинуть его вперед или удлинить. Также есть операция в случае, если подбородок очень большой или широкий. Остеотомия позволяет слегка пригладить его линии или же уменьшить объем. Таким образом, остеотомия лица — это операция, за счет которой можно скорректировать форму лица посредством воздействия на три основные зоны — скулы, челюсть и подбородок. Именно они отвечают за формирование контуров лица. Добрый день, друзья! Меня зовут Татьяна. Я менеджер агентства медицинского туризма «Медио». Мы помогаем найти вашего пластического хирурга в Южной Корее и организовываем поездку в страну утренней свежести за внешностью вашей мечты. Свяжитесь с нами. Ссылка на наши контакты есть внизу в описании к видео. Со скольки и до скольки лет можно проводить остеотомию лица? В основном данную операцию рекомендуют проводить после того, как закончится процесс роста. Обычно это уже позже окончания школы, в среднем в возрасте 18-19 лет. Операцию можно провести и немного раньше этого возраста, если рост уже прекратился. А до скольки лет можно проводить операцию? Можно ли ее делать после 30 или 40? Да, можно. В последнее время заметно возросло число пациентов в возрасте 40 и даже 50 лет. Однако стоит обратить внимание, что после операции происходит уменьшение размеров и остается пустое пространство. И если в юном возрасте кожа сама подтягивается, подстраиваясь под новые контуры, сглаживая неровности и формируя гладкий овал лица, то в возрасте старше 40 при уменьшении костей кожа не может приспособиться, а наоборот растягивается. Ведь даже без операции на костях кожа с возрастом начинает провисать. Поэтому я советую проводить смаз-лифтинг сразу вместе с контурной пластикой лица, сразу вместе с остеотомией лица или спустя примерно год-полтора, убедившись, что прошло достаточно времени после операции, но кожа не подстраивается под новые контуры. В этот период рекомендуется провести лифтинг лица для лучшего эффекта. Расскажите, пожалуйста, о процессе операции остеотомии. Так как операция проходит под общим наркозом, до операции необходимо обязательно пройти обследование, чтобы понять, нет ли каких-либо проблем со здоровьем, при которых опасно применение наркоза. Обследование необходимо пройти как минимум за сутки до операции, так как на получение результатов потребуется время. Поэтому желательно заранее пройти обследование. В обследование входит анализ крови,
ЭКГ, флюорография и другие обследования, которые необходимы перед общим наркозом. Все они проводятся на месте в клинике. И только если нет никаких противопоказаний для проведения общего наркоза, операция может быть проведена. Что касается самого наркоза, за очень редким исключением операция проводится под общим наркозом. Общий наркоз позволяет избежать болевые симптомы во время операции. Операция проводится в основном через ротовую полость. В процессе работы с костями может пойти кровь. И кроме того, чтобы кости не нагревались, во время операции постоянно на них разбрызгивается вода. И эти жидкости могут попасть в дыхательные пути. Поэтому, чтобы легкие не пострадали, в течение всей операции важно их защищать. Поэтому даже при незначительных операциях, проводимых в области рта, общий наркоз является самым безопасным вариантом анестезии. Сколько времени может занимать операция? После того, как наркоз сработал, мы уменьшаем, насколько необходимо, объем костей, а затем их фиксируем для придания лицу желаемой формы. По времени операция одной области занимает примерно час. Контурная пластика скул занимает около часа. Если ее проводить вместе с пластикой челюсти, то время операции увеличится до 2 часов. Если проводить контурную пластику во всех 3 точках сразу, то время операции составит от 2,5 до 3 часов. Потребуется ли дренаж? В случае, если проводится остеотомия челюсти, мы госпитализируем пациента на сутки. Пока он находится в больнице, он будет носить дренажи. Их снимут на следующее утро перед выпиской. И только пока пациент находится в клинике, у него будут стоять дренажные трубочки. Сильные ли боли после остеотомии лица? На самом деле боли не такие сильные, какими их представляют. Пациенты обычно думают, что боли будут очень сильны из-за того, что происходит работа с костями. На вечернем обходе я постоянно спрашиваю о болевых симптомах, но пациенты чаще всего жалуются на дискомфорт в горле из-за трубки, которая используется во время общего наркоза. А жалоб на боли в местах, где была проведена операция, я почти не получаю. На следующее утро практически все пациенты без проблем просыпаются, встают и с улыбкой выписываются из клиники домой. Не было еще ни одного пациента, который бы жаловался, что из-за боли не может встать, хочет остаться в клинике еще на какое-то время. Боли не такие значительные, как о них думают. Расскажите подробнее о разрезах при остеотомии лица. Так как операция проходит на лице, зачастую очень сложно представить, где же делаются разрезы. Желаете знать больше о пластической хирургии в Корее? Подписывайтесь на Инстаграм и станьте частью нашего сообщества. При контурной пластике скул небольшой разрез длиной примерно 1 см проводится за областью бакенбард. Остальные разрезы делаются во рту между губой и зубами, в участках, до которых мы можем дотронуться кончиком языка. Длина таких разрезов составляет около 2-3 сантиметров. Видимых следов от остеотомии лица, кроме небольших швов в зоне бакенбардов, нет. Со временем они становятся практически невидимыми. Таким образом, шрамов или следов, говорящих о том, что была проведена операция, не остается. Вот тот самый шов за бакенбардами, про который я говорил. Как можно заметить, он располагается за линией бакенбардов перед ухом, вертикально. Его длина примерно 1 сантиметр. На фото расстояние разреза на 6-й день после операции. Оно было сделано после того, как сняли все швы. На коже еще заметны покраснения и линия разреза. Спустя 2 недели, когда пациент приходит в клинику, чтобы убрать швы в полости рта, шрам становится менее заметным. Спустя месяц разница в цвете кожи минимальна. И так как волосы отросли и прикрывают данную область, следа практически не видно. На последнем фото результат спустя 3 месяца. Чтобы найти линию, по которой был сделан разрез, наверное, необходимо будет довольно хорошо приглядываться. Полное заживление может занять до 1,5 лет в зависимости от индивидуальных особенностей пациента.
У кого-то и на третий месяц остаются покраснения и отеки, а у кого-то уже через месяц шрам становится незаметным. Подводя итог, можно сказать, что период полного заживления шрама, в зависимости от индивидуальных особенностей пациента, может занимать до 1,5 лет. Во время операции кости закрепляются штифтами, поэтому часто еще переживают, можно ли, чтобы они оставались внутри. Заодно, отвечая на этот вопрос, скажу, что выбор остается за пациентом. Можно их убрать, а можно и оставить. Если все же убирать штифты, то я советую это делать не раньше года после операции, так как штифты находятся в том числе и возле разрезов в зоне бакенбардов, то чтобы их убрать, необходимо делать повторный разрез в том же месте. Очень часто в таких случаях даже мне трудно найти линию, по которой изначально был сделан разрез. Приходится очень усердно ее искать. Настолько хорошо заживают шрамы. В итоге, вот здесь на фото показаны единственные шрамы, которые остаются после операции. Все остальные прячутся в полости рта. Шрамов, которые бы напрямую давали знать о том, что была проведена остеотомия лица или выглядели бы некрасиво, нет. 혹시 그 핀을 꼭 찍어야 돼요? Обязательно ли убирать 아니면 штифты после 만약에 операции? 그 핀이 남아 Что будет, 있으면 если их 절대 оставить? 문제가 없을 거예요? При остеотомии штифты ставятся на скулы и на подбородок. Виды штифтов бывают разные, но основная их задача — зафиксировать подвижные части кости. Даже если их не убирать, никаких проблем не будет. Поэтому я не говорю о том, что надо обязательно их извлечь. Однако есть пациенты, которые просят об этом на консультации. На это есть две причины. Во-первых, смущает тот факт, что в лице есть какие-то инородные предметы. Они думают, может, лучше их убрать? Есть пациенты, которые боятся, что в будущем это как-то может на них повлиять. Они просят удалить штифты. Но на самом деле проблем, которые штифты могут доставить со временем, практически не было. Поэтому нет необходимости чего-то бояться. В любом случае, выбор остается за пациентом. В любое время можно будет их удалить. Еще другая причина. Обычно при визите к стоматологу делается вот такой панорамный снимок. Штифты, оставшиеся после контурной пластики, будут вот таким образом на панорамном рентгене видны. И это тоже может быть неприятно. Какому-то чужому человеку, даже стоматологу, не хочется раскрывать личные факты. И хотелось бы полностью скрыть факт проведения остеотомии. Поэтому, чтобы следов от операции не было видно даже на рентгеновском снимке, некоторые пациенты просят удалить штифты. 근데 А CT나 в случае с MRI КТ или МРТ 찍을 때는 아무 никаких проблем 문제가 не 없을 будет? 거죠? Все верно. Никаких проблем с КТ или МРТ не будет. Единственное, так как штифты — это все же металл, на КТ они могут создавать помехи. Но устройства могут его игнорировать, поэтому на результатах томографии это не скажется. На какой период нужно приезжать для того, чтобы провести остеотомию? Обычно спустя примерно неделю после операции удаляются швы на лице, например, в районе бакенбард, о которых я уже упоминал. Также бывает, что вместе с контурной пластикой проводится липосакция или липофилинг лица, после которых также остаются небольшие проколы, которые необходимо зашивать. Эти швы на внешней поверхности лица убирают на 7-й день после операции. Далее швы, оставшиеся в полости рта. Их снимают на 14-й день. Таким образом, основное лечение заканчивается на 2-й неделе после операции. Поэтому я советую возвращаться на родину после осмотра на 2-й неделе. Но бывает, что оставаться на 2 недели в Корее может быть сложно. В таком случае можно вернуться домой, при условии, что будет возможность на родине снять швы в ротовой полости. Тогда через неделю будут сняты внешние швы, оставшиеся можно будет снять через 2 недели. Или может быть ситуация, когда процесс заживления идет хорошо,
В таких случаях можно чуть перенести день снятия швов в ротовой полости и снять их на 10-й день. Или же, если совсем не получается надолго остаться в Корее, но при этом на родине есть клиника, в которой можно получить достаточный уход и снять все швы, я разрешаю покинуть Корею на 3-4 день после операции. Бывают, конечно, пациенты также, которые срочно уезжают на следующий день после операции, но я так делать не советую. Если все же другого выхода нет, как минимум рядом должны быть специалисты, которые могли бы обрабатывать раны. Самый реалистичный из всех вариантов — это оставаться в Корее минимум неделю. Но со стороны нашей клиники и лично я советую получить все необходимые процедуры в клинике и через 2 недели покинуть Корею. 수술 Какой уход 후에는 необходим 관리를 после 어떻게 остеотомии 하나요? лица? Так как при операции в ротовой полости проводятся разрезы, очень важно следить за потребляемой пищей. Нас часто также спрашивают по поводу чистки зубов и необходимости компрессов. Бывают компрессы холодные, бывают теплые. В нашей клинике мы советуем вносить изменения в меню со следующей периодичностью. Сразу после операции, через 3 дня, через 7 дней, спустя 2 недели и через месяц. То же самое касается чистки зубов. Наша клиника в установленный период предоставляет соответствующее видео с инструкцией. Безусловно, после операции мы также даем памятку об основных моментах, но помимо нее также рассылаем специальное обучающее видео. Достаточно просто следовать указаниям в них касательно еды, касательно ухода за швами. Самое основное, про что я могу сказать, это то, что спустя 2 недели после операции, после того, как снимут все внутренние швы, можно будет вернуться к привычной пище. До этого рекомендую принимать мягкую, легко перевариваемую пищу. Подробнее уже рассказывается в видео, которое мы отправляем после операции. Сильные ли отеки после операции? Через какое время после остеотомии лица можно вернуться к привычной жизни? Отеки — это очень индивидуально. Попробуй сориентировать. Если под привычной жизнью понимать прогулки возле дома, использование телефона, просмотр телевизора, то в таком случае вернуться к привычной жизни можно на следующий день после операции. В бытовом плане никакой дополнительной помощи со стороны окружающих не потребуется. Но, как я уже говорил, где-то в течение недели необходимо будет носить пластыри. Также на лице будут видны швы, поэтому некоторые пациенты могут испытывать дискомфорт при общении с людьми. После того, как через неделю швы и пластыри снимут, достаточно будет носить обычную маску, чтобы без стеснения появляться на людях. Сложнее всего появляться без маски будет перед знакомыми, потому что на первых порах отеки будут достаточно сильными. И знакомые могут говорить: «О, у тебя такое опухшее лицо». Основные отеки спадут примерно где-то через 3 недели. А до этого времени советуем носить маску, чтобы избежать дискомфорта в общении с окружающими. Возможно ли повторная операция? Да, конечно, повторные операции возможны. Причины, по которой делают повторную операцию, могут быть разные. Однако также бывают ситуации, когда провести повторную операцию невозможно. Например, больше уже нечего спиливать. Или в случае со скулами их еще больше невозможно уменьшить. Нет места, где можно было бы заново закрепить кость. Или наоборот, некуда ее уменьшать. Самое сложное то, что оценить это по фото или на живой консультации непросто. В случае с подбородком мы обычно смотрим на рентген-снимок, такой же, как делают, когда мы входим в стоматологию. На этом снимке можно увидеть 2 линии, похожие на тоннель. Это нервные каналы, они находятся в костях и проходят вот здесь. Во время операции очень важно их не задеть.
Очень часто после первичной операции уже не остается места, чтобы можно было 이 спилить 근처 еще, не 언제까지 затрагивая 이렇게 нервы. 절제가 돼 있을 가능성이 굉장히 높거든요. Поэтому 그래서 возможность 이 проведения 신경전의 повторной 위치가 얼마나 операции 남아 있느냐에 напрямую зависит 따라서 от 수술을 더 할 оставшегося 수 до 있다 нервных 없다가 каналов 조금 나뉠 расстояния. 수밖에 없거든요. В частности, могут 최외암적인 сильно 우려일 расстроиться 정도로 иностранные пациенты, которые 재수술을 할 수 специально приезжают в 있을까라고 Корею 했을 с мыслью 때쯤은 о повторной 그 операции. 생각을 하고 오셨는데 Но после 병원에서 того, как им проведут TMS를 КТ 찍어봤더니 или 더 이상 рентген, 뭔가 они 할 게 могут 없다. получить отказ. 이런 결과를 받으시면 너무 좀 탈할 수밖에 없거든요. Хотя, честно говоря, 재수술 отказать по 그러니까 данной причине мы 물론 можем даже 재수술이 и при 아니라 первичной 첫 операции. 수술인데도 그러신 경우들도 있어요. 이 У каждого из нас 신경선이라는 게 высота 사람마다 расположения 높이가 다 нервов 달라서 отличается. 수술을 한 번도 받은 적이 없는데 이 신경선이 Есть даже 이렇게 те, кто 바닥에 ни 붙어 разу не 있는 делал 분들도 있거든요. операцию, но при этом 그런 нервные 경우에는 каналы у 수술을 них 한 번도 안 располагаются очень 받았음에도 низко. 불구하고 더 이상 Поэтому 이 даже 수술을 несмотря на то, 며칠 что 수술할 никаких 수가 операций 없습니다. ранее 이렇게 проведено не 조금 было, приходится им отказывать, 좀 сказав, 안 что 좋은 대답을 операцию 드릴 провести 수밖에 없거든요. невозможно. 수술 스케줄까지 다 Бывали случаи, 잡고 что 막 이렇게 пациенты уже 오셔서 спланировали 검사를 операцию, 받았는데 приехали, но на обследовании 수술을 할 수가 выяснялось, 없는 что 상황이다 провести ее 라고 말씀을 невозможно. 드려서 Поэтому им 굉장히 ничего не 속상해 оставалось, как 하시면서 с грустью 돌아가셔야 возвращаться 되는 домой. 경우들도 있거든요. Поэтому, если есть 그래서 실은 возможность сделать такой снимок, он называется 가능하다면 панорамный снимок. Его часто 치과에서는 делают, 이런 например, в 정도의 стоматологии. 파노라마 И вот его на 엑스레이는 всякий 강히 случай лучше 쓸 수 отправить 있기 в 때문에 клинику заранее. 혹시나 가능하면 Или же вот 있는 такой 정도 CT를 3D 우리가 снимок 사진으로 также 먼저 поможет заранее 보내주시거나 предсказать возможность 아니면 뭐 проведения 이게 операции. 이런 Поэтому 식으로 при 또 планировании 이렇게 данной операции 3차원식 желательно подготовить такой 사진을 снимок. 좀 보내주시거나 Через какое время после остеотомии возможен уход за 피부 кожей? 관리 언제부터 가능하세요? Дерматологические 보통 이제 процедуры 피부과에서 мы советуем 받으시는 начинать 그런 делать 것들은 не 한 ранее, 달 чем 이후에 через 하실 месяц 것을 после 추천드려요. операции. От процедур с целью 탄력을 придания 내리는 흔히 упругости, 말하는 проводимых лазерами, 하이프 которые проникают в 시술들, глубокие слои кожи, например, 엑스라든가 хайфу или 이런 부분들은 альтера, следует 좀 воздержаться 6개월 примерно 정도는 на 기다렸다 полгода. 하시라고 좀 추천드리고요. 좀 Все, 상황을 конечно, 봐서 그래도 зависит от 최소한 3개월 ситуации. 정도까지는 얼굴이 Но 좀 я 쉴 수 советую 있는 подождать 시간을 как 주고 минимум 3 그 месяца, 이후부터 하시는 게 좋다. чтобы дать 근데 лицу 그 외에 немного 뭐 отдохнуть. 얼굴 뭐 А 색소라든가 более простые 잡티를 процедуры, 조절하기 такие 위해서 как 뭐 лазерное 자주 удаление 하시는 거 родинок или 간단한 관리 пигментации, 받으시는 분들은 можно 한 달 получать 정도 спустя 이후부터 месяц 시작을 после 하셔야 돼요. операции. 원장님 지금 그 Расскажите, 핀에 대해서 пожалуйста, о 지금 설명한 게 штифтах. Это еще не 굉장히 все виды. 다양한 Их существует намного 플레이트, больше. 다양한 종류의 플레이트들이 있고요. Они отличаются по 사이즈별로, размеру, 구멍 количеству 개수별로 굉장히 отверстий. 다양해요. Даже если 구멍이 взять, 두 например, 개짜리도 пластину 이렇게 с двумя 평평한 отверстиями, 친구들이 있고요. есть вот 이런 такие 식으로 좀 꺾여 плоские, 있는 есть 것들도 изогнутые. 꺾여 있는 Изогнутые 것들 중에 пластины 이렇게 могут 구멍이 иметь 네 также 개인 4 것들도 있고요. отверстия 또 и 뭐 8 열흘 отверстий. 정도도 있고. 이 이외에도 Кроме 뭐 этого, есть 여러 также 구멍이 длинные 있는 пластины, 긴 것도 есть 있고 короткие. 굉장히 То есть 다양한 видов 종류의 пластин 플레이트가 очень 있고요. много. Во 그거를 время 우리가 операции, когда 수술하고 необходимо 나서 переместить 이동시켜야 кости, 되는 뼈의 мы 그 подбираем 상황에 подходящую 맞게 пластину 그 и 적절한 закрепляем кость на 플레이트들을 новом месте. 통해서 고정을 하게 되고요. 그러니까 우리가 Дальше для 뭐 뼈 하나를 закрепления одной и той 고정하는 게 же 있어도 кости можно использовать 여기는 разные 굉장히 한 пластины. 6mm짜리 Пластину 플레이트를 6 쓴다든가 мм 가운데는 посередине 6mm 쓰고 양 и 옆에는 2 3mm по 3 쓴다든가 мм 양쪽 пластины 옆이 по бокам. 고정하는 게 다르다든가 Это 굉장히 зависит от 다양하게 그 положения 적절한 кости. 위치에 맞춰서 Подходящие 그 пластины 필요한 подбираются в 그런 зависимости от 플레이트를 положения, в 고정해서 котором нужно 쓰게 будет 되고요. закрепить кость. 그리고 그 뼈와 뼈 사이를 고정을 할 때 Далее, 그 когда 구멍을 необходимо 통해서 закрепить 뭔가 пластину между 우리가 костями, 구멍을 делается 내고 отверстие. 여기 보시면 잘 И не 보이실지 знаю, видно ли 모르겠지만 вам, 여기 но есть вот такая 이 отвертка, которая 스크류가 прикреплена к дрели. 이렇게 드라이버 Вот ее 포인트에 달려 подводим 있거든요. к месту 그거를 крепления и вот 그 таким 원하는 движением 위치들로 закручиваем. 이렇게 돌려서 고정을 해주게 되면 이쪽 뼈와 저쪽 뼈 Закрепляем 사이에 пластину между двумя 스크류를 놓고 костями и 양쪽에 затем 스크류를 закрепляем 고정해서 ее на 그 концах, 뼈들이 хорошо 잘 붙을 수 соединив 있게 обе 이렇게 кости. 고정을 해주는 겁니다. 그래서 이런 Таким образом, 스크류와 благодаря вот 플레이트를 таким 이용해서 штифтам и 뼈들을 пластинам 고정을 해주고요. можно зафиксировать 아까 кости. 말씀드린 대로 И, как я говорил 그러면 раньше, никаких проблем не 계속 будет, 가져오셔도 если их там 큰 оставить. 상관없고 만약에 조금 Но если 여러 по какой-то 이유에 причине 조치를 하고 захочется их 싶다 убрать, 그러면 то примерно 1년 через 정도, год, 한 в период 6개월 от 이후 6 1년 месяцев до года или до 2, их можно 2년까지도 убрать. 제거 원하시면 제거하실 수가 있습니다. 그런데 핀의 재료 Из какого они 이 материала? 핀의 재료는 티타늄입니다. Из титана. 네. Так как они не 자석을 намагничиваются, 띄고 то 있지 않기 никаких 때문에 проблем 뭐 с MRI를 МРТ 찍거나 или в аэропорту 우리가 при 뭐 досмотре 공항 검문 или 공항 при 검색 осмотре 때라든지 뭐 이렇게 металлодетекторами не 우리 будет. 금속 탐지하는 그런 걸로 Металлодетекторы на них не 소리가 나거나 срабатывают. 그런 일은 전혀 없고요. 그래서 자석을 Они 끼지 очень 않는 прочны и 부분이 надежны и 굉장히 не 좋습니다. доставляют неудобств 그런 при досмотре. 검색대나 이런 데서 아무 문제가 없습니다. Как вы выбираете, какие пластины будете использовать? Принимаете решение на осмотре или во время операции? 수술할 동시에 어떻게 고르세요? 대략적인 거는 Основные моменты 대략적인 обычно 거는 다 решаются 정해놓고 заранее. 들어가고요. Еще до 예를 операции 들어서 примерно планируется, насколько 광대를 будет 수술할 때 обрезаться 뭐 или 컵을 얼마나 передвигаться. 자른다,
под каким углом будет поворачиваться кость на скулах или насколько будет выдвигаться подбородок. Сделав примерные расчеты, мы начинаем операцию. Но предварительные расчеты, сделанные на кости, могут расходиться с конечным результатом, когда кость покрыта тканями кожи. Если, например, мы все сделали как запланировано, но все же не хватает 1-2 мм, то можно немного больше передвинуть кость. Но, как я уже говорил ранее, даже если мы говорим о том, что необходимо передвинуть на 3 мм, мы можем закрепить основную часть кости, а оставшуюся часть закрепляем, подбирая пластину, например, 3 мм. Если недостаточно, то берем 4 мм. И можем закрепить, подобрав необходимую пластину. В операционной всегда подготовлен органайзер с пластинами, еще больше, чем вот этот, в котором очень много разных пластин. Я всегда анализирую ситуацию, подбирая необходимые пластины и закрепляя кость. О, это довольно сложно. Ну что вы, на самом деле процесс не такой сложный, как кажется. Ну как вам, доктор? Остались ли у вас вопросы к нему? Очень интересно было посмотреть на пластины. А что больше всего заинтересовало вас? Напишите об этом в комментариях. Если вы ищете опытного хирурга в Южной Корее, напишите нам. Мы проконсультируем вас и поможем найти доктора, который подходит именно вам, с учетом ваших личных пожеланий, и организуем поездку в Южную Корею за обликом вашей мечты. Наши контакты есть внизу в описании к видео. Мы выражаем благодарность клинике Note и доктору Ю Джи Хан за помощь в организации съемок. Ну вот и все на сегодня. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. И увидимся с вами в следующем выпуске. Всего вам доброго. Ну, вряд ли такой результат получится. Настолько это было неправдоподобно. Этот кейс абсолютно противоположность тому, о чем вы говорили. Но один из самых главных моментов, на мой взгляд,